Итак, друзья мои, продолжаем с вами работать. И показываю вам вот эту красоту. Перед вами армянка, а значит, ритуал будет на армянском. Я уже говорила, что у каждого языка есть своя энергия. И кому-то может подойти совершенно чужой для него язык и ритуал на этом языке и сработать так, как на родном языке не сработало. Именно поэтому я дарю большое количество работ для всех. Итак, с одной стороны черная нить, с другой стороны красная, шерстяная, обязательно шерсть. Далее, натуральная просто. Это кость из позвонка коровы или быка. Это уже не важно. Говорила вам, что магия – это соединение истин или догматов, неоспоримых истин. Корову вели на веревке, вели. Корова подчинялась хозяину, да. Она безропотно делала то, что говорили люди, да. То есть даже безропотно пошла на смерть. Это значит, что человек, на которого вы прочитаете, безропотно сделает то, что вы хотите в этот момент. Этот ритуал можно применить в своей семье, чтобы всегда ваше слово проходило, так и назову. Будет, по-моему. Если свекровь возникает, если на работе вас ваш шеф достает, чтобы он делал так, как вы хотите, чтобы он вас слушался, чтобы вы стали любимчиком вопреки всем и вся. Вы встречали такие моменты, когда очень свирепые, очень жестокие, очень непорядочные начальники вдруг кого-то выбирали в любимчики и начинали потакать, помогать, а иногда просто вот в упор не видели его ошибок и его намеренных вредительных таких шагов. И вы все говорили, как будто омороченные, словно она его там приворожила, или он приворожил его, неважно, кто бы ни был. И этот человек становился любимчиком. И не исключено, что этот человек знал некие элементы магии и этим пользовался. Мне уже люди говорят некоторые, что они торгуют рядом и говорят, вы знаете, мы смотрим и видим, что женщина просто, видно, что вот делает ваши ритуалы. То есть они узнают по ритуалам, на маг, на соль и так далее. И у нее идет торговля, вот у нее просто ничего нет, а к ней идут и идут люди. Я говорю, а почему вы не делаете? Мы вот как-то вот все время то лень, то некогда, то забываем. Я говорю, вот и прекрасно. Сидите, ждите, как она будет у вас уводить клиентов. То есть делайте и получайте результат. Получается у того, кто делает. Вот скажу вам, я всегда нацелена на положительные, заряды и слова. Не скажу, не получается у тех, кто не делает. Я скажу наоборот. Получается у тех, кто делает. Итак, если вам нужно, чтобы ваше слово прошло, чтобы вас послушали в той или иной ситуации, каждый раз нужно повторять. Это не на один день, не на один, то есть на один день и на один раз. В тот случай, когда вам нужно, чтобы вас послушали. Не навсегда. То есть это не говорит о том, что вы прочитаете заговор и вас будут всегда везде слушать. Нет. Идете на мероприятие, чтобы было так, как вы хотите, чтобы обращали внимание на вас. Сначала сделайте, например, чтобы сосватали, ритуал есть такой, все будут на вас обращать внимание. Добрая молва, извиняюсь, не так сказал, и так далее. То есть много у меня ритуалов, которые вам поможет отличиться от толпы, от других, от более, может быть, талантливых даже, чем вы. Но вы отличитесь какой-то особенностью, на вас будут обращать внимание. Итак, найдите вот эту кость позвоночника быка или коровы. Это нетрудно. Купите мясо, попросите, скажите, вот позвоночная кость не нужна. Вот с этой позвоночной костью и я варю. Вот так надо. Я
И там, в принципе, внутри мякоть, они понимают, что некоторые любят с этим. Все, вам дадут эту позвоночную кость. Их там будет много. Сварите, съедите, а это очистите, высушите и, собственно говоря, используйте для этого ритуала. Вот так берете. Потом нужно прятать, естественно. И вот раскачивая слегка, начитывайте эти слова. Начитывайте 13 раз. Даже можете держать, она сама будет качаться, потому что у нее есть энергетика определенная. Но с этим не играйте, как маятники, все, не увлекайтесь этим всем. Вам нужно делать то, для чего вы, собственно говоря, взяли. И не более того. Больше никуда не отвлекайтесь, ничего там лишнего себе не позволяйте. Это ритуал серьезный, и к нему надо относиться серьезно. Итак, если на работе вам это надо, начитали утром, забрали с собой на работу. Если дома надо, чтобы послушали, уединились где-нибудь, закрылись, начитали, спрятали эту кость. Да? Если идете в гости к родственникам, вам надо, чтобы вас там послушали, что там важное, чтобы ваш муж не сделал, как они хотят, а сделал, как вы захотите. То же самое начитывайте, спрятали и идете с этим всем в гости. Ну, возьмите какой-нибудь, не знаю, вот такого типа мешочек, может, туда положить. Я не думаю, что у вас по сумкам будут лазить и смотреть. Если уж прям до этого дойдет, то к черту таких родственников. Итак, слова на армянском, еще раз напоминаю. В течение нескольких дней Яна обязательно это все выкладывает. Поэтому каждый раз писать, а слова, а мы не сможем, а мы не поняли и так далее. Пожалуйста, не заставляйте меня повторяться постоянно. Вот таким образом раскачивай, читайте 13 раз. Я прочитаю несколько раз. Эскովին տերը պարանով կապեց, իր հետևից տարավ։ Ես էլ քեզ էսկովի պես պարանով կապած կտանեմ։ Ինչ որ ասեմ, են էլ կանես։ Կովը տիրոջներ հնազանդ, դուն էլ ինձ հնազանդվի։ Այդպես լինի։ Էսկովին տերը պարանով կապեց իր հետևից տարավ։ Ես էլ քեզ էսկովի պես պարանով կապեցի, կկապեմ, извиняюсь, неправильно, կապած կտանեմ։ Ինչ որ ասեմ, են էլ կանես։ Կովն տիրոջներ հնազանդ, դուն էլ ինձ հնազանդվի, այդպես լինի։ Էսկովին տերը պարանով կապեց իր հետևից տարավ։ Ես էլ քեզ էսկովի պես պարանով կապած կտանեմ։ Ինչ որ ասեմ, են էլ կանես։ Կովը տիրոջներ հնազանդ, դուն էլ ինձ հնազանդվի, այդպես լինի։ Читать можно на любого человека. Может, какая-нибудь проблема у вашего сына случилась, идете там разговаривать с участковым или там, может, кого-то закрыли где-то на 15 суток, идешь выручать, чтобы они тебя послушали и было по-твоему, как ты захочешь, как ты попросишь. Ну, ты уже на армянский перешла. Читай еще раз. Էսկովին տերը պարանով կապեց իր հետևից տարավ։ Ես էլ քեզ էսկովի պես պարանով կապած կտանեմ։ Ինչ որ ասեմ, են էլ կանես։ Կովը տիրոջներ հնազանդ, դուն էլ ինձ հնազանդվի։ Այդպես լինի։ Все? А эффект вы сами знаете, будет какой. Ну и нам напишите, будет интересно. Между прочим, о результатах можете опять отправить голосовые Яне. Я на днях выставлю. Найду время и на днях проведу с вами прямой эфир, долгий такой, и все это выставлю. Объясню снова же, да. Не просто покажу, а свои комментарии и так далее. Проясню некоторые моменты, которые вам нужно знать. Одним словом, пользуйтесь во благо, богатейте, работайте, поднимайте, живите в достатке. Для этого я вам и дарю. Всем удачи!